Так, ну давайте на чистоту. Кто из нас не хотел бы сэкономить? Вот и я так думаю. Сейчас выбор техники штука сложная и муторная, а особенно, назовем его в народном сегменте, где каждая недоплаченная 1000 рублей, считай, минус одна или даже несколько полезных функций. Мы тут уже давно занимаемся составлением разных рейтингов, поэтому сразу видим, какие модели заслуживают внимания, а какие нет. И именно поэтому не смогли пройти мимо Atwell R80 Base Black. Рассказываю почему. Во-первых, тут не выпирает лидар, вместо которого интегрирована гиронавигация. Из-за этого робот-пылесос свободно проезжает под мебелью и качественно убирается вдоль стен и под шторами. А во-вторых, в коробке есть станция самоочистки, которая не только заряжает, но еще и сама чистит пылесборник после уборки. Так что можно не париться, просто настроил время уборки, а сам отдыхаешь. Ну и характеристики тоже довольно приятные, но думаю, для сохранения интриги того, что я сказал, вполне должно хватить. А теперь напоминаю о необходимости поддержать видео лайком и подпиской, ну и давайте по порядку. Приехал пылесос вот в такой брендированной коробке, внутри которой помимо самого робота-пылесоса и станции самоочистки есть несколько расходников. Например, производитель положил дополнительный мешок для мусора на 3 литра, которого хватает на 2 или даже 3 месяца, а второй уже находится внутри станции. Вместе с этим есть сменный HEPA-фильтр с поролоновой подкладкой, чтобы выдуваемый воздух всегда был чистым. А чтобы при всасывании ничего не сбивалось, есть специальный нож-щетка, которой легко срезаются волосы и выметаются оставшиеся частички пыли из резервуара. Сменная салфетка из микрофибры тоже есть, поэтому можно пользоваться ими попеременно. Инструкции на русском языке нас тоже не обделили, поэтому все нюансы спокойно находим вот в такой книжечке. А чтобы быстро руководить процессом, что, как выяснилось из отзывов, еще и помогает людям, которые, например, в силу возраста не могут разобраться с приложением, в комплекте есть вот такой пульт со встроенным дисплеем. О его возможностях поговорим чуть позже, а пока поразглядываем робот-пылесос. А вот и он. Корпус сделали черного цвета с такой вот красной окантовкой. Наверху есть логотип производителя и узор, напоминающий эквалайзер или что-то такое. В целом смотрится неплохо, хоть и немного веет давно ушедшими временами дизайна смартфонов Nokia и ему подобных. Но мы им завладели не чтобы любоваться, а чтобы убираться в доме, поэтому давайте перейдем ближе к функционалу. Сверху есть две привычные кнопки: запуск и возврат на базу, а рядом горит индикатор Wi-Fi соединения. Кстати, при нажатии прозвучит заготовленная фраза на русском языке, но если вам будет мешать, можете отключить или настроить громкость через приложение. Возврат на базу для подзарядки. С обратной стороны расположили две лучевые щетки, цель которых загребать мусор прямо в отверстие пылесборника. Причем хочу заметить, что они довольно длинные, если сравнивать с роботами-пылесосами других производителей, которые нам уже довелось проверить. Помогает ли это в работе, проверим уже в тестах, а пока переходим к другому, не менее важному элементу – турбощетке. Как видите, ее можно спокойно вынимать, чтобы было удобнее чистить от намотанных волос. Каких-то уникальных решений по предотвращению наматывания мы не увидели, но все по стандартам подобных гаджетов. Ну а дальше все по классике. Направляющее колесо, что помогает поворачивать, и два ведущих, которые могут похвастать амортизацией для более плавного проезда препятствий и продуманным протектором, чтобы не проскальзывать на мокром полу. По периметру есть датчики определения высоты, поэтому лестницы и прочее данному роботу не помеха. И вот как это работает на практике. Переворачиваем обратно, чтобы посмотреть на комбинированный резервуар. Для заливки воды нужно убрать резиновую заглушку, а чтобы осмотреть и опустошить контейнер для пыли и мусора, поднять крышку в центре. За избавление комнаты от аллергенов отвечает фильтр HEPA 10. Остается присоединить салфетку и начать настройку. Для этого понадобится приложение. Можете сами задавать интенсивность подачи воды и всасывания. Автоматических настроек довольно много. Вот все они на вашем экране. К примеру, есть спиральный проезд из центра для локальной уборки. Ну, например, если нужно убрать одно какое-то пятно. Ну и об автоматической регулировке мощности при заезде на ковры тоже не забыли. Теперь о пульте. Он обладает кнопками старт-пауза, настройками времени и возможностью планирования. Отдельная кнопка отвечает за увлажнение салфетки. Стрелками можете самостоятельно задавать вектор движения. Отметим, что время отклика минимальное, поэтому устройство быстро реагирует на нажатие той или иной кнопки. Что касается навигации, всего внутри спрятали 15 датчиков, один из которых гироскоп. Забегая наперед, скажу, что препятствия и обрывы обнаруживаются корректно, а за счет подвижного прорезиненного бампера робот-пылесос мягко прощупывает поверхность стен и выметает весь мусор как из углов, так и вдоль плинтуса. Список характеристик сейчас на вашем экране, можете поставить на паузу и ознакомиться подробнее.
Из интересного, мощность всасывания 3000 паскалей, чего вполне хватит для любых повседневных задач. А с аккумулятором на 2600 мАч время непрерывной работы до 140 минут. При этом, как заявлено, зарядка обычно длится не дольше 300 минут. Если вдруг в процессе батарея разрядится, робот-пылесос сам отправится на подзарядку, после чего продолжит с последнего места. И это же происходит и при заполнении пылесборника. Atwell R80 сгоняет до станции, опустошит контейнер и возобновит уборку. Ну и как раз пришло время поговорить о станции. При постановке на зарядку запускается процесс очистки, и весь мусор сбрасывается в мешок. Опции очистки салфеток нет, как и самого поддона, куда может стекать вода. Но сразу скажу, что наличие насоса внутри резервуара с водой предотвращает протекание, чем грешат некоторые модели других производителей. То есть за сохранность пола переживать не стоит, но на всякий случай периодически проверяйте. Ну, вроде совсем разобрались, самое время перейти к тестам. Сначала посмотрим, что по навигации. Как видите, робот-пылесос распознает и объезжает препятствия, иногда он аккуратно их подвигает, чтобы расчистить себе дорогу. И кстати, универсальной защиты от наматывания проводов нет, так что все же советуем убрать все лишнее с пола. При возврате на базу через препятствия тоже никаких проблем не возникает. Теперь проверим, как робот-пылесос справляется с уборкой входного коврика. Кроме того, что при заезде он сам повысил мощность всасывания, так еще и довольно неплохо убрал все крошки и прочее. Теперь без особых комментариев посмотрим, как Atwell R80 справится с другими загрязнениями. Думаю, другие комментарии тут излишни, поэтому пора переходить к выводу. Atwell R80 приятно удивил сочетанием приемлемых характеристик и демократичной стоимости, причем по цене до 25 или 30 тысяч рублей будущий владелец получит не только пылесос, но и станцию самоочистки, которая экономит усилия при уходе за устройством. Обилие функций и режимов приложения открывают массу новых возможностей планирования и тонкой настройки. Не очень современный дизайн легко компенсируется функционалом, поэтому если вы хотите надежное решение на долгое время, можете присмотреться, проверить отзывы и купить робот-пылесос по ссылкам в описании. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр, не забывайте о лайках и подписке, ну и до встречи в следующих видео.